Всем добрый день! Я рада, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня у нас утро понедельника, и утро понедельника у меня начинается с уборки. Сегодня у меня запланирована большая стирка глобальная. Это у меня однозначно будет 3 машинки. Отдельно я запускаю светлое, отдельно я запускаю темное. И еще я хочу постирать плед, я поменяла на диване, потому что все равно он пачкается, дети ползают и собаки бывает прыгают, поэтому еще запущу плед. Подушки я с утра уже протерла. Также у меня и Мотя с соплями в них утыкается носом, и собаки бывает запрыгнут. Я вытираю все это влажными салфеточками, и надо запланировать все равно как-то их постирать еще дополнительно в стиральной машинке. Вообще я не человек хаоса, мне все равно нужен какой-то порядок, какая-то чистота визуальная. Ну и для меня никогда не составляло труда пройти, что-то убрать, прибрать. Столько лет я уже нахожусь дома, и для меня вот эта рутина, она все равно как-то приятна. Мне приятно пропылесосить, приятно протереть, потому что это все равно сказывается на нашем внутреннем настроении, это вызывает какие-то позитивные эмоции, потому что смотришь в один угол, в другой угол чисто, и на душе становится хорошо. Конечно, так нельзя сказать про все углы моего дома, потому что даже вот сейчас, смотря на видео, я смотрю, что у меня под шкафом там что-то лежит и надо убрать. Вот тоже какой-то приятный момент от съемки видео, потому что пересматриваешь и тоже видишь какие-то вот углы, где надо еще прибрать, убрать, что-то починить, подклеить. Поэтому тоже какая-то вот такая положительная сторона от этого есть. И главный принцип моей уборки всегда заключается «увидел – убери». И всегда на помощь мне приходит мой верный помощник. Это вертикальный пылесос. У меня Tefal Air. Я уж не помню какой точно модели. Но покупала я его за 7000 рублей 4 года назад. И вы знаете, за 4 года он у меня и пашет, и пашет, и пашет, и сноса ему нет. Однако один раз я заказывала только какую-то деталь. У меня сломался ремень, по-моему. За 1000 рублей на Wildberries я его заказывала. Витя мне его поменял, починил. А так вот я только меняла фильтр, и буквально недавно у меня забилась катушка, которая крутит колесики. Витя мне также разобрал, все починил, очистил. И вот сейчас он прекрасно катается и помогает мне. Вот что я протираю часто, так это зеркала. Матвейчик у меня очень любит ходить пальцами своими по зеркалам проводить, зубной щеткой по зеркалам водить. Вообще это такое место притяжения все и вся. У меня каждый ребенок маленький обязательно к зеркалу подойдет то руками, то носом, то еще чем-нибудь туда уткнется, поэтому протираю я зеркала очень часто. У меня уже постиралась машинка с темным бельем и посушилась. Сушила я 2 часа. За 2 часа все прекрасно просыхает. И я всегда раскладываю по стопочкам, по детям, маленьким, взрослым детям, и потом уже разношу по полкам раскладываю. Матвейчик у меня сейчас на больничном, лечим сопли, сидим дома. И сейчас он уже вот подрос и как-то сам с собой играет, сам себя занимает. Конечно, вот когда он болеет, он начинает, бывает, и ревет, и стонет, и делать ничего не дает. Но когда вот уже такой пиковый момент прошел, вроде бы уже пошли на поправку, он уже сам бегает, сам играет. Тут вот он играл с Васиной коляской, Лялю туда садил и катал. Вот так вот по стопочкам я раскладываю вещи, а потом уже просто разношу по потребителям, грубо говоря. Детские отдельно, отдельно взрослые, по ящикам раскладываю. Здесь у меня уже достиралась машинка, и я запускаю сушилку. Эта сушилка – это какое-то спасение для меня. Она настолько мне облегчает жизнь, что я просто на нее не нарадуюсь. У меня вот эта, знаете, сушилка раскладная, просто она меня не спасет, потому что я стираю очень часто, стираю по много. И когда у нас стояла сушилка простая, в комнате у детей она стояла, и она занимала столько места. И вот эта влажность постоянно от белья, у нас было очень влажно в детской комнате, и поэтому я очень рада, что я ее приобрела. Она у меня уже больше года, и, вот знаете, никаких проблем, она у меня сушит, она прекрасна. Все белье, все вот, я не знаю, она все просушивает, отдельно какую-то грязь, ворс, пыль, все это в пылесборник собирает. И вот просто одно удовольствие, что она у меня есть в хозяйстве, и что она мне настолько вот помогает. Я уже, честно говоря, даже не вижу своей жизни без сушильной машины, потому что это очень большое облегчение для больших семей. Конечно, если бы у меня была там небольшая семья, вдвоем вы или втроем, нету проблемы развесить все это на сушилку на обычную и посушить. А когда народу действительно много в семье, то она очень спасает. Здесь у меня Матвейчик сидит, играет с тыквой. Эту тыкву мне давала мама еще в прошлом году. Нынче уже вот какой месяц? Октябрь. А она мне давала ее в сентябре 23 года.
И она вот у меня всю зиму пролежала, я ее не вскрывала, не знаю, что там внутри, но она такая тверденькая, вот лежит. А эта тыковка, это мы нынче вырастили уже на огороде, я сняла, недавно занесла домой, потому что побоялась морозов. Думаю, будет мороз, еще она у меня пропадет. В общем, обрезала ее с куста и принесла домой. Иногда вот, когда свободная минутка выдается, я с Матвейчиком стараюсь играть в такие игры пальчиковые, чтобы все равно моторика у него развивалась, чтобы мы получше стали говорить, потому что говорит он у меня не так много, нам год 10 сейчас, и говорит он буквально мама, папа, да, га, ну вот такими вот маленькими словами, и мы вот пальчики, всегда я ему стараюсь вот разминать, какие-то вот то мы считаем, сейчас вот мы начали считать активно, ему так нравится пальчики считать, и вот иногда я так с ним играю. Также я еще в садике его записала на платный кружок, Еще надо так чтобы они поцеловать. там какие-то поделки делают. Вот знаете, все равно моторику развивают, так что пусть ходит, Да, занимается. поцеловала И мама надеюсь, что пальчики. мы все-таки Да? говорить лучше начнем. Еще этой осенью, в сентябре, вот сейчас, когда стали холода уже, и у меня вот такая красная петуния на улице росла. И мне так жалко ее стало, она такая красивая. Я думала, сейчас придет мороз, и все, и она мне погибнет. И я взяла ее, пересадила в горшочек, несколько разных вот сортов петуний и занесла домой. Хочу подержать ее дома до января, а в январе попробовать уже ее расчеренковать по разным горшочкам и посмотреть, что из этого выйдет. Так что обязательно с вами потом этим поделюсь. А пока вот я обрезаю просто сухие веточки, чтобы она у меня покрасивше выглядела. Не знаю, что из этого получится, посмотрим. Ну и в конце хочу поделиться с вами солнечными лучиками. За окном погода просто сегодня прекрасная и солнечная. Посмотрите, как красиво. Скоро зима, так что это уже последние денечки. Желаю всем хорошего настроения и увидимся с вами в новых видео.